Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в городе Чернигов. Кто хотя бы немножко следит за моим каналом, знает, что я здесь был 8 месяцев назад. Снимал ролик об этом прекрасном, зеленом, красивом городе. И вот сегодня приехал сюда снова пообщаться с людьми, узнать, как живет город сегодня. В общем, смотрим. Проезжаем мимо, это театр имени Тараса Шевченко. Основан был в 30-е годы. Является одним из самых старейших в Украине. Красивое здание в самом центре. 14-этажный жилой дом, в который было прямое попадание, ракета, 9, 10, 11, 12, 13 этаж. 4 марта систематически бомбили город, преимущественно жилые кварталы. Здесь вынесло окна, двери. На первом, втором этаже, как это часто бывает, были магазины, офисные помещения. Вот так это все сегодня выглядит. Соседний дом, 9-этажный, тоже было прямое попадание, повносило окна, был пожар. И многие люди, я знаю, не успели тогда выехать. Вот этот же дом с другой стороны. И вот такой вот ужас. Город хаотично обстреливали с самолетов, артиллерии, градами. С квартир повыносило, видно, много личных вещей. Здесь какая-то книга. Меня предупреждали, чтобы я руками ничего не трогал. Вы здесь живете? Нет, я живу вот за этим домом, мой дом. А когда вот это все произошло, вы находились здесь? Да, я была в квартире даже. Знаете как? Звук самолета, вот, и сразу резкое падение. То есть здесь 6 раз выбросил он бомбы. Вот первый был вот в этом доме. Вот видите, прямое попадание. Сюда, здесь воронка вот большая, вот там воронка была. А, то есть вот эта воронка, мы еще не подошли это к ней. воронка. В общем, вот там дальше подойдем. воронка тоже. Вот сюда в кардиоцентр попала. Люди здесь стояли в очередь в аптеку. Тут руки-ноги валялись, тут мой муж бегал, спасал. Ну, короче, тут дурдом был. Тут сумасшедший дом был. И вот это, видите, вот обвалилось все. Тут был страшный пожар. Люди бегали, волна пошла туда, вот там тоже есть воронка за домом. Да, это самое страшное, которое было в Чернигове. И тот самолет, который поймали, сбили этот самолет. Который такой мордастый. Да, вот это и этот летчик. Ну, его, говорят, не будут менять, будут судить. Ну да, его же держат пока. Потому что некоторых там же меняют, а этого сказали... Не-не-не. Он сказал, ему был приказ... Красноярцев. Да. Красноярцев. Ему был приказ, что, во-первых, это было среди белого дня, это был час дня. То есть видимость была отличная, ни дождя не было, ничего не было. То есть, ну, он сказал, что город пустой и можно выбрасывать бомбы. Все. Тут около 50 человек погибло. Да, ну, так было. Паспорта находили мы здесь. То есть, ну... Потом по интернету, пока был свет, интернет, мы могли передать это все. То есть одну девушку мы нашли, мама ее погибла, они просто мимо проходили. Дедушка пришел, внучка, получается, в больнице без ноги, дочка, получается, его погибла. Ну, то есть так, все было так. Рядом возле дома были припаркованы автомобили, и вот что от них осталось. Просто уничтожены. Груды металлолома, сиденья, просто жесть. Все выгорело, сами видите, руля нет. Смотрите, стекло не просто разбито, а поплавилось. Это какая должна быть температура, чтобы расплавить стекло? Все искорежено. Ребят, смотрите, колесо просто вывернуло, а сама резина просто испарилась.
здесь пианино. А вот и одна из воронок. Через дорогу, видно, тоже прилетала. Разрушенные здания. Ну, как девушка, которая давала интервью, говорила, это был кардиоцентр. Посекло все деревья. И под завалами, видно, здесь тоже были припаркованные автомобили. Тоже выжженные. Я вам скажу, когда все это смотришь по телевизору, понимаешь, что это все страшно. Но когда видишь в реальности, совсем другое, если можно так сказать, восприятие. Ну а люди, что здесь были, в том числе и в соседних домах, даже себе представить сложно. Мы приехали в самый центр города, и перед нами трехзвездочный отель «Украина» на проспекте Мира. С самолета на него сбросили авиабомбу, и сейчас подойдем ближе. Здесь все обвалилось на дорогу, коммунальные службы уже все убрали. Практически рядом главпоштамп, советское здание, построенное в 1952 году. В стиле неоклассицизм. Это центральный вход. Очень радует, что город понемногу возвращается к жизни. Люди гуляют, ездят на велосипедах. Много молодежи. Очень много в городе цветов. Все красиво. Вообще такой красивый город. Кто, кстати, не видел это видео о моей поездке сюда, да, старенькая, посмотрите, пожалуйста, я оставлю ссылочку здесь в описании, или под этим видео будет. Город очень зеленый, но вот с ним случилась такая беда. Сейчас подъезжаем к одному из самых старейших кинотеатров в Украине, построенный в 1935 году. Вот мы уже почти приехали. Ужасно большая воронка и ужасная степень разрушения. Но кинотеатр просто уничтожен. Ближе подойти нельзя. Пострадали также здания вокруг. Взрывная волна была очень мощная. Жаль, моя камера не приближает, но я думаю, вам все видно. Это двери, через которые люди выходили после просмотра фильма. Видно лестница, поваленная крыша, обвалившаяся штукатурка.
А здесь такой спальный черниговский райончик. Вот это уже не центр. Это 2 раза. Вот один раз вот прямо под этим самым. Я говорю, это детский приют. Чем уже им дети помешали, я не знаю. Ну, они же говорят, что бьем по военным объектам. Вот, ребята, Да. военный объект, детский приют. И со всей Украины собирали детей, как беспризорных, там это самое, вот собирали. И сюда свозили, здесь они находились. Когда был прилет, как раз они были здесь. И если пройдете, так вот наш дом, только, ну вот, опять, где пристройка, вот, и пойдете посмотрите. Пойдете. Вот, пожалуйста. Да, вот это Воронеж. Здравствуйте. Стеночка. Сусіди позвонили, сказали, що таки трапилось. Головне, живі. Та кімната взагалі запечатана, закрита, забита. Це вчора чоловік трохи окно реанімував. Тут це теж висіло так. Трохи приходимо до тями. Треба жити якось. Конечно. Дай Бог, щоб не стріляло знову. Виду, так вот это осколки пролетали, насквозь прямо в эту квартиру залетали, там в квартире тоже осколки. Ну, когда вот это был взрыв. Взрывной волной, да, повыбивало все. Ну, это люди уже поставляли, видно, что вот. Где-то вставляли, вот у меня, например, вот балкон, но я раму уже поправил, правда, зеленый балкон. Я уже раму ставил, но стекла пока еще не ставлю, еще никто его знает. В этом доме, где живет мужчина, с которым мы только что общались, говорит, здесь пробило крышу. Ну вот, 5-й этаж. Крышу уже починили. Смотрите, погнуло железо, висят куски бетона. Просто чудо, что в этих квартирах никто не пострадал. Этот район обстреливали, и вот 4-этажный дом, 3-й и 4-й этаж был пожар. И это, можно сказать, уже окраина города.